Камера видеонаблюдения с AliExpress. Ту, которую вы любите, две в одной, самая популярная в прошлом году была, и, наверное, какую-то этого года нового будет она также популярна, пока не выйдет что-то новое. И возникают уже как бы проблемы, наверное, но это из-за того, что люди ищут что подешевле, ну, естественное как бы желание купить эту камеру еще дешевле, хотя у нее стоимость на данный момент смешная, потому что ты две в одной получаешь камеры в одном устройстве, но люди все равно ищут дешевле, находят дешевле, покупают, а потом выходят с такими, как даже с предъявами некоторые, а некоторые просто с вопросом, а какое разрешение, заходят издалека. Выясняется, что вот я вам показываю на видеообзорах такие камеры, да, почти на каждом видеообзоре заостряю внимание, что корпус одинаковый, две в одной, вот, смотришь ты. Такая же камера. Кстати, вот магазин AceCam, и после видеообзора я тебе сейчас показываю эту камеру. Это как бы не реклама, это я приобрел, показал тебе, как она работает. Ты увидел и заходишь по моей ссылке, покупаешь именно вот этот вариант из этой партии камеры. Потому что перейдем к проблемам. Люди смотрят, находят где-то там на других торговых площадках такие камеры в таком вот корпусе, все идентично, а начинка в них другая. Разрешение матрицы стоят с более низким разрешением. Ты надеялся приобрести такую камеру, как я тебе показал, примеры видео на своем видео показываю. В итоге ты получил камеру другую, с хужей картинкой, попросту говоря, и ты не понимаешь, а как так происходит. А вот так, по картинке ты не различишь, какое разрешение у матриц, какие объективы установлены, какая с нее будет картинка и все остальное. Это только нужно пробовать экспериментальным путем или же у проверенного продавца это все заказывать. Тогда есть 90%, может там 98% гарантии, что ты получишь именно то, что ты видишь на видео. Если ты где-то зашел в другом месте и увидел камеру такую дешевле, там нету гарантии. Вот какие есть варианты этих камер сейчас с приложением ICC. Вот приложение ICC, то, что я вам показываю. Есть как бы 8-мегапиксельные варианты, как они их позиционируют. А в реальности это 3 мегапикселя и 3. Получаем мы 6-мегапиксельную двойную картинку с камеры. Есть 4-мегапиксельные варианты. Там 2-мегапиксельная матрица и 2. И ты получаешь как бы 4-мегапиксельную двойную картинку. А те камеры дешевле, с 2-мегапиксельными матрицами. Ну, в реальности там еще ниже разрешение. Они самые дешевые. И вот тебе могут эту камеру подсунуть. Так многие попадаются. Сэкономила, получил то, что теперь не знаешь, что с этим делать. Многие так и говорят, что мне теперь делать. Я тебе показываю вот эту вот камеру. Вот я ее сейчас подключу, вынесу, протестирую. И записи с карты памяти я тебе скину на видео. В конце я показываю, или вот во время ролика сейчас я тебе показываю примеры с камеры записи. Ты посмотрел, хотя YouTube урезает качество, все свои моменты. Но ты посмотрел, тебе понравилось, ты переходишь по моей ссылке и приобретаешь. Эту именно камеру сейчас, вот, я тебе продам в Украине по цене AliExpress. У меня партии нету, это одна камера, которую я протестирую, покажу тебе. А все остальные заказывайте по ссылке на AliExpress. Кликнул, зашел в магазин AceCam, по моей ссылке кликнул, заказал, перешел, тут же посмотрел стоимость и сделал заказ. Все просто, и ты получишь именно вот этот вариант, в моем случае 8-мегапиксельный, в такой вот комплектации. Multon RJ45 и крепежный элемент, блок питания. Что еще? Такими картами вот он комплектует. Не знаю, насколько они хорошие. Но вот 32 до 128 можешь заказывать. Также он тебе ее уложит. И камера, в общем-то, показывал я уже много вам таких камер. Чем отличается именно этот вариант? Потому что, опять же, с виду ты смотришь, общий вид, ну, одинаковые они. Могут быть расцветка разная. Вот недавно я вам показывал полностью черную, прикольную. И верх черный, тоже все черное. Тоже прикольный вариант. Здесь, смотрите, в нижней части, вот эта вот часть уже идет другая. Нижняя камера из двух частей вот состоит.
вот это литье, именно корпус, идет по-другому. Видите вы, как вынесена вот эта вот часть под объектив. Это говорит о том, что здесь и увеличено количество светодиодов, инфракрасных и белых. Это говорит о том, что увеличили количество светодиодов, нижняя камера светит ночью лучше, картинка с нее будет лучше в полной темноте. Чтобы убрать возможные засветки в матрицу на стекло и пятна по картинке ночью, они сделали вот такой вот вынос, что, в общем-то, должно хорошо повлиять на ночную картинку. И такие есть моменты, есть такие нюансы, поэтому тут ты должен также это учитывать при заказе, при покупке камеры, консультироваться. В Телеграме, ссылку я оставляю в Телеграм, там я по возможности вам помогаю, отвечаю. И также продаю по цене Алиэкспресс то, что показываю на своих видео. Кронштейн регулируемый. Вот так аж он поворачивается. Многих этот вопрос интересует. Вот. Эту камеру ты можешь перенаправить. Фиксация происходит, потолочное крепление, стеновое крепление. Здесь все закрыто. Многие задают вопрос по погодным условиям. Камера под открытым небом. Идеально, может работать. Тут все закрыто. Здесь и даже вон там кабель все равно загерметизирован. Хоть это будет на стене, как бы все, но там даже есть вон на кабеле герметизация, втулка. Мороз. Люди до 45, минус 45 говорят, что нормально, и поворотная камера даже работает, не замерзает. Потому, нечему здесь замерзать, в общем-то, если она не будет мокрая. Если перед этим ты ее не окунул в ведро с водой и на мороз резко не вынес. Так она будет работать, что и сами камеры работают, и поворотное устройство также работает при такой вот температуре. Какие температуры по максимуму эти камеры поворотные переживали, напишите, пожалуйста, в комментариях отчет, потому что многие интересуются. Карта памяти, слот. И здесь они, так как уже усовершенствовали эту часть, то сделали такой рычаг для нажатия кнопки сброса к заводским установкам. Уже не пинцет ты там, не булавку не будешь использовать, а просто вот нажал до щелчка, утопил, придержал, сбросил камеру к заводу. Карта памяти устанавливается сюда, все по стандарту. Микрофон, динамик, 3 ночных режима. Камера может ночью включать по человеку, белый свет, может постоянно, если ты поставишь постоянный ночной режим цветной, светить и в цвете снимать до утра, автоматом потом утром выключит светодиоды и останется в цвете. Или черно-белый режим. И также слежение. Нижней камеры плавное, хорошее, очень классное слежение. В 2 плоскостях камера следит очень плавно, без рывков за человеком. И следит далеко, потому что чувствительность определения человека уже в этих камер подтянули китайские производители на хороший уровень. Ложных срабатываний, вот как и даже удивительно, камера дешевая, а у нее меньше ложных срабатываний, даже чем вот у каких-то там более дорогих камхаевских камер с оптикой хорошей. В этой минимальная. То есть по человеку нормально можно ее ставить, ложных срабатываний будет немного. Верхняя камера также увидела человека, развернутые они в разные стороны. Увидела человека, дает команду это поворачивается. И взяла его и следит. Ну вот этот минус, как бы минус он или не минус. Идеально, конечно, чтобы с 2 камер приходило уведомление по человеку. Но в реальности приходит по человеку уведомление только с 1 камеры. Если отключено слежение, то эта камера чисто ведет запись. Можно постоянку. Постоянка будет писаться. Двойная картинка пишется с 2 камер постоянно. Идеальный вариант для того, кому нужны 2 камеры на одном месте. Работа с видеорегистратором XMI-евским также беспроблемная. Можно полностью даже включать-выключать слежение с видеорегистратора. Это XMI-евский видеорегистратор одного производителя с такими камерами. То там полная совместимость. Если у тебя Hikvision или Dahua, или другой какой-то видеорегистратор, Realink, например, не пробовал я, по OnVIF у этих камер есть, но как будет выводиться двойная картинка, я не знаю. Может во вторичном потоке, в многоканальном режиме, может эти видеорегистраторы ее и выводить не будут.
А вот когда на полный экран открываешь, картинка должна будет выводиться. По кабелю работа, по Wi-Fi. Все тебе условия, что хочешь, что и делаешь. Хочешь по Wi-Fi, отключил кабель, хочешь по кабелю, всунул кабель, автоматом по кабелю она будет работать. Напрямую можешь по Wi-Fi в режиме точки доступа зайти на камеру, и также она у тебя будет в приложении. Работа на расстоянии работы, то есть сигнала Wi-Fi между камерой и смартфоном. Удаленно из любой точки мира, если хочешь отслеживать камеру через интернет, ты ее можешь отслеживать, подключив к роутеру. Роутер в интернет вещает, у тебя есть доступ на камеру. Улетел в другую страну, уехал, в другом городе ты, камера на даче, ты в городе, можешь заходить. Главное, чтобы был со стороны камеры интернет, она была подключена к интернету. И смартфон, соответственно, также подключен к интернету. Завести ее на домашний видеорегистратор, если у тебя она установлена удаленно, возможно. Поставил ты ее на даче, а дома у тебя видеорегистратор XMI. По интернету ты также можешь ее вывести на свой видеорегистратор, и ты будешь видеть и картинку с камерой в онлайне, вот как наряду с твоими домашними камерами. Так у тебя будет камера с дачи. Будешь ее поворачивать удаленно с видеорегистратора, видеть, слышать и сохранять запись на жестком диске видеорегистратора. Все так же, как у тебя и домашние камеры. Только эта камера будет удаленно. По удаленным камерам делал я видео, кому интересно. Это очень классно. У тебя, считай, в онлайне полностью окно удаленное. Гараж, дача, участок твой какой-то строительный. Ты все видишь дома и слышишь. И по сигнализации у тебя видеорегистратор пищит по человеку, например, зовет, сигнализирует, когда в области видения камеры появился человек, пришел кто-то. Ну, очень удобно. Видеонаблюдение сейчас это не только камера и смотреть. Это еще и получать тревожное уведомление. Это как система сигнализации. Также работает. Какие еще часто задаваемые вопросы вот в голове запоминаю, выбираю. Белые светодиоды. По умолчанию стоит умный режим, когда темнеет, вот ты только первый раз получил камеру, ты ее прикрепил днем, а потом смотришь ночью, она включила светодиоды и долго не выключает. И тут же люди пишут: а как отключить светодиоды белые, она светит, зачем? 3 ночных режима, и в приложении у тебя есть возможность их поменять. Можно черно-белый чисто поставить, камера не будет включать по движению белые светодиоды. Можно менять время задержки свечения светодиодов. Увидела человека, включила. По умолчанию 60 секунд стоит минута. Поэтому ты смотришь, да что такое, что так долго светят. Можно поставить там от 5 секунд и 10 секунд. И увидела, засветила, 10 секунд выключила. Перешла в черно-белый режим невидимый. Можно такое делать, этими светодиодами можно управлять как принудительно, то есть в черно-белый поставил, не включая, так и время задержки ставишь. Все это можно делать. И также с видеорегистратора. Показываю я вам на своих видеошортс коротких вот эти вырезки именно по этим моментам. На видеошорт заходите, там куча уже видео, еще продолжаю вам их делать. И задавайте вопросы в комментариях и в чат в Телеграме заходите. Там можно обмениваться фото, видео, то есть какими-то моментами вашими непонятными. Вместе общаемся и приходим к истине. Кому нужен POE вариант, можно POE сплиттер приобрести и подключить с POE сплиттер, или же есть уже вариант таких камер без антенн, заглушки здесь. Показывал я вам отдельно видеообзор, и отдельно я показывал вам обзор комплекта POE, видеорегистратор POE и такие камеры к нему, именно 2 в 1. POE вариант. Уже на отводе кабеля идет встроенный POE адаптер, антенны вынуты, здесь заглушки, то есть тот вариант, кому не нужен Wi-Fi, а вот с POE подключением 48 вольт по одному кабелю. Все для вас уже есть. Все ссылки я вам оставляю под видео в описании и в закрепленном комментарии. Кликаешь, заходишь, сразу переводит тебя на страницу товара, выбираешь цену, там смотришь, опять же, заостряю внимание, 4-мегапиксельный вариант, 8-мегапиксельный вариант,
с картой памяти, без карты памяти. От этого зависит стоимость камеры. Карта памяти — это как опция, это как хранилище. Слот по умолчанию идет, а карту памяти ты можешь или свою купить, или же вот на странице продавца заказать. Камера может работать без карты памяти, может и с картой памяти, как уже захочешь. Это чисто хранилище. На сегодня все. Подписывайтесь, все ссылки в описании к видео и в комментарии. Всем удачи, до следующих видео.